Так, мы в эфире. Пока еще никого нет. Сейчас кто-то подключится. Мы не будем долго ждать сегодня кого-то, многих участников, набирать там максимум какой-то. У нас обязательно будет запись, поэтому все, кто подключится позже, они смогут посмотреть. Тем более масса людей написали мне в группу, в комментарии написали о том, что какие-то вопросы задать, передать. У кого-то со связью плохо, у кого-то еще как-то. Поэтому всем добрый вечер. Сегодня у нас в гостях почетный пчеловод Украины, всего мира Владимир Егорович Малыхин, автор книг, автор методики изоляции маток. И много еще чего можно сказать, но хотелось бы представить в первую очередь как моего соседа. Мы из одной области, из Донецкой области, Владимир Егорович из Краматорска, я из Константиновки. Поэтому вот такая вот встреча сегодня на просторах Ютуба. Владимир Егорович, добрый вечер. Добрый вечер всем участникам. Да, скажите, пожалуйста, большая честь прежде всего для меня, для моего канала и зрителей, подписчиков видеть вас сегодня в гостях. И, конечно же, хочется выжать из этой встречи максимум. Вот у меня первый такой вопрос на правах автора, который может задавать вопросы непосредственно. Расскажите, пожалуйста, о такой некоторой эволюции своего метода, как вы к нему пришли, что сподвигло изначально в самом начале, и как вот вы дальше какой-то этап становления, изменения методик конкретные, и на каком этапе вы сейчас находитесь, насколько практикуете, потому что очень многие люди, когда что-то где-то нашли, это в основном сейчас современный популизм. Они говорят: о, вот я изобрел, я нашел, я занимаюсь, я вот так делаю. А потом смотришь, год-два проходит, они махнули рукой и не отвечают ничего, потому что, загорелись и бросили. Как вот вы можете прокомментировать? Хорошо, понял. Смотрите. Так, я поприветствовался, да, со всей аудиторией. Малыхин Владимир. Практика 40 лет. Половину практики, в принципе, у меня было 200 семей. Я работал в направлении меда пыльцовом. 200 пыльцеловителей. Сам изготавливал собственноручно навесные. Короче говоря, все, что у меня на пасеке есть, деревянное, будем так говорить, это все было сделано своими руками. И есть такое понятие, говорят, часто берутся за что-то и пасуют, как только небольшая трудность, и все. Это не мое, а смогу ли я, получится ли. Забыл автора, но хорошая фраза. Не бойся, что не получится, бойся, что не попробуешь. И вот сейчас я смотрю, молодежь как-то на просторах Ютуба, они гуляют в свободном таком своем, свободном получении информации и мониторят всю эту информацию, пропускают через свою логику, здравый смысл. Если зашла, значит практически пробует. И все те, кто пробует, вот зашла ему тема, он попробовал, получилось, и все. 3 года, если пчеловоды, сразу забегая наперед, об изоляции, я потом скажу уже подробнее свое направление и технологию. Те, кто 3-5 лет позанимался изоляцией маток, все, другого пчеловодства он просто не представляет и не будет представлять. Им проще. Проще в каком плане? Потому что у них за плечами, да, небольшая практика в пчеловодстве вообще как таковая, но нету вот этого бича, как стереотип, который называют. Им не с чем бороться, потому что стереотип от старшему поколению, они бывают на уровне уже на подсознании согласны, что да, что-то в этом есть, но переступить вот это то, что у них наработано было десятилетиями, они просто не могут. Но со стереотипом как-то еще можно побороться. Но если это уже вошло в психику человека как ментальность, а это сущность, вот тут уже, конечно, тяжело. Поэтому молодежи намного проще с этим бороться.
с тем, что не получится, за плечами нету вот того багажа, который называется стереотип. Как я пришел к изоляции? Пасека 200 семей. В конце 90-х уже начались проблемы среди зимними оттепелями. То есть в конце года, если день идет на убыль, пасека пчелы, семья уже пошла в такое спящее состояние где-то в октябре-ноябре месяце, и вдруг в декабре кратковременная оттепель, и пчелы облетались. Это хорошо. Дополнительно очистили кишечник, и пока день идет на убыль, вот такой биологический календарь пчел, они это еще воспринимают как поздний осенний облет. И, как правило, матки активность не проявляют. То есть пчелиная семья, и у нее нет необходимости выращивать расплод, потому что они регулируют кормить матку молочком или продолжать медом. Но если уже в начале года, где-то в середине января, день пошел на летний календарь, на увеличение продолжительности дня, и вдруг оттепель 2-3 дня, небольшое количество летных пчел полетает, происходит активность. Небольшая летная активность автоматически включает все процессы по весеннему развитию. Они это воспринимают как ранний весенний. Матка только бросила. И хорошо, если этот небольшой период где-то будет длиться 2-3 дня. Может, даже яйца бросит матка, похолодает, они их выбросят. Выбросят, поедят, неважно как. Но если оттепель и активность летная небольшая, они полетали, залетели, но этого достаточно для того, чтобы включить процесс воспитания расплода. Матку переводят на кормление маточным молочком, и все. Если они яйца не успели выбросить и появилась личинка, вот тут проблема. Они потом будут сидеть на пятаке, они будут его выкармливать, потому что это уже личинка. Матка будет постепенно и постоянно крутиться в этой зоне. Ну и понятно, февраль месяц или конец января, крещенские морозы, начинается проблема резкого похолодания и до самого марта. Ну и представьте себе воспитание расплода в таких условиях. Расход кормов, изнашивание самой пчелы зимующей, потому что расплод будет выкармливаться маточным молочком за счет резерва белка собственного жирового тела. Пчелы выкармливают собственным этим белком. И какой у них потенциал, вот тут вопрос. Если затянется до весны, очень часто бывает, семьи не доживают, бывает просто слабнут сильно. Вопрос стал у меня, как-то с этим нужно бороться. То есть в конце 90-х уже пошли вот такие вот первые сигналы того, что климат начинает меняться в сторону потепления. Мы об этом слышали, теперь мы уже это стали испытывать на практике. Первая мысль сразу пришла, как-то нужно матку, что-то с ней делать, чтобы она не откладывала яйца. Клеточка, понятно, не дать ей сеять, в клеточку. Раньше были клеточки, пчеловоды старшего поколения помнят, вот когда маток получали мы, это деревянная такая тоненькая пленкой, фотопленкой заклеенная, чтобы видно было ее, щелочки такие миллиметровые, 2, может быть, в общем, такие, никакие. Ну и пробовал вначале эти клеточки, потом клеточки титола. Не выживают, потому что там ограниченное пространство, плохо, все. Но как бы там ни было, начало было почему? В том, что 2 матки выжили. Все, это победа. И логически, конечно, я сразу пришел к тому, что клеточка должна быть более просторная и контакт с пчелами. А у меня корпусная система, рутовская, 200 семей, и разделительная решетка был это неотъемлемый атрибут, понятно, гнездовые корпуса, отделялся этот медовый отсек. Разделительная решетка была в обязательном порядке. Жалко было столько решеток потратить на эти клеточки. И я их сделал максимально ограниченными, чуть больше спичечного коробка. Привязывал на веревочку, опускал между рамок, и в процессе зимы
заглядывал, ну, все-таки душа не на месте, заглядывал, где там клуб. Как только вижу кончик изолятора оголяться начал, подтягивал его. Ну, в общем, раза 2-3 в процессе зимы я эту клеточку тянул вдоль улочки, к задней стенке, ну, по мере перемещения самого клуба. Ну, как бы там ни было, победителей не судят. Все, это аксиома для меня. Я постоянно у себя в зуме, везде на стримах говорю, победителей не судят. Есть такое, казалось бы, ни в какую логику не уписывается, но тем не менее оно работает. Даже если у кого-то одного практически это работает, а кто-то до этого не дошел логически или не получается, ну, все, оно имеет право на существование. Я всегда говорю, вот когда начинают возмущаться, я говорю, если мы с чем-то не согласны по своему недопониманию, то это не означает, что такого не может быть. Если у кого-то что-то не получается практически, а такое точно получается у кого-то, но это проблема, ребята, у тебя самого. Поэтому не бойтесь, еще раз повторю эту фразу, не бойтесь, что не получится, бойтесь, что не попробует. И пошла эта тема, все, из 10 маток перезимовало 8, и я дал выдержку 9 месяцев, чтобы уже знать наверняка, что это уже технология. Проходит время, 2-3, а у нас же пчеловоды, знаете, по весне, я не знаю, вот эту вот воду, она нужна вообще-то вот поэтому? Нет, или это вообще для меня это интересно, это не вода. Да, и вот я когда, ну, мне же приятно, а пчеловоды в основном весна, первый очистительный облет, и сразу собираются аксакалы между собой и начинают обсуждать, у кого как после облета, у того 2 вот таких пятака, у того уже 3 вот таких пятака. Ну и я стою рядом. Ну а ты молодой, что молчишь? Что, пропалы? Стыдно признаться. Я говорю, у меня нет, говорю, расплода. Как нету? Я говорю, матки в изоляторах. Вы не представляете, что там было. А разговор был на рынке, торговали мы все, бары, там и банки с медом летели, слава богу, не мои, ихние, от возмущения. Что ты тут творишь? Мы сколько занимались, а тут на тебе нету ни единого расплода, очистительный облет прошел, а у Малыхина нет ни одного еще расплода. Короче говоря, все, я прикусил язык, и аж до 2005 года, вот с 98 по 2005 год, появляется статья «Украинский пасечник» Петра Яковлевича Хмары. Победить клеща во всем мире вот таким приспособлением. Виктор Иванович Лихачев, наш председатель общества, встречает меня. У меня так как-то уже чуть-чуть стала авторитетность, где-то там появляться. Ну, пасека все-таки 207 была, медопыльцовое направление, как-то уже где-то фамилия зазвучала. Он говорит, ты представляешь, что там Хмара написал? Вот так и в изоляторе, все, и ТТТ на всю зиму, клещ там, ну, у него было своего. Он, получается, там взял вашу идею и написал уже, да, получается так? Нет, Виктор, я не знаю, откуда он вообще это к нему пришло, эта идея. Но как ученый, биолог, я постепенно сейчас приду к этому. И он говорит, это Виктор Иванович, председатель общества, ты представляешь, какую чертивню написал? Кажу, вот так вот в изолятор посадить матку, как это так? А у нас же свита у матки постоянно, круглый год, только она первое яйцо бросила, формируется свита, только летом она в репродуктивный период кормит ее маточным молочком, а зимой медом, но свита. И вдруг на тебе в изоляторах, а як же ж вона їсти буде? О боже, я говорю, стоп, Виктор Иванович, я уже 8 лет занимаюсь этим. Как? Да вот так. А ну давай сюда Хмару. Приезжает Хмара в Краматорск. Кстати, с Краматорска все началось. Был Забашта, был ЦОПа, был еще тогда, вы наверняка, вот если константиновские, то слышали о них, об этих наших донецких. Приехали, все, первый раз послушали, я его как практик поддержал, насколько получилось. Второй раз пригласили, уже начали такие более отчаянные головы пробовать. Да, что-то в этом есть. И пошло потихоньку, но Хмара был настолько... Он сказал,
тут же еще какие постулаты начали рушиться. Мы знаем прекрасно, что матка является центром формирования осенью зимующего клуба, а вокруг собирается клуб. Так сказали нам, так нас учили, во всей литературе написано, матка, вот она по центру, и вокруг нее клуб. Ну, додам 12 рамок, на 6 рамок всего посели семья, изолятор посередине, весной мы открываем, клуб в стороне, матка застыла, пропала. Ой-ай, и понеслась. Поломалась. И все, и пошли по кочкам. Первый постулат. Хмара чувствует, что где-то у него серьезная проблема. Он сделал свою пресс-форму, там такие деньжищи были, вложил он. И его самое опасное для него самого была ошибка, но он настолько был поглощен вот этим своим биологическим порывом, как ученый. Вот матка, пчелиная самка, живет 160-180 дней, а пчела зимой, по Анне Маурицову, живет 10 месяцев, то есть 10 раз дольше. Мы сейчас матку закрываем в изолятор, она не сеет, и все. Клещу негде там питаться, он не размножается, и он погибает, и пчелы выживают. Но не тут-то было. Никакой, оказывается, с переходом из апис цирана индийской на апис мелифера самка воровая капсолидеструктор скопировала полностью антогенез медоносной пчелы. Все. Сколько живет медоносная пчела, столько живет и самка ворова. Боже, все поломалось, все. А тут же пошли закупки, пошли массово, ученый сказал, все, закрыли, никаких проблем. Вначале стали гибнуть матки, потому что клуб уходит в сторону, семьи расширенные по привычке, по старинке, потому что нам сказали, матка является авторитетом для формирования центра клуба. А тут стали семьи гибнуть еще ж. А я Хмаре говорю, все, Петр Яковлевич, не работает, надо что-то делать, давайте сделаем вот так. Я не вызнаю твоих доследов от тактики. Спрашивайте, а ему подпели, там ребята, которые прилепили бренд безмедикаментозное оздоровление пчел, никакой химии, вот продукция, пожалуйста, ТТТ, и сказали Шмаре, что все работает. И он меня отфутболил, вот, иди к тем, вот, у кого получается, у них и спрашивают. Так, все. Что интересно, самый главный оппонент вот это в периоде становления и внедрения в практику изолятора для меня был Хмара. Но мне нужно его было поддержать. Почему? Нам нужно было... Я просто поддержал его формат. Он же формат, ну знаете вы, да, этот широко междурамочный. Нам нужно было выступить единым фронтом. Во-первых, у меня практика. Я знаю, что это железно работает. Ну а тут вот Хмара, ну все, он меня под откос рубит. Я говорю так и так, давай сделаем безоблетный период, то есть безрасплодный период, все. Это уже дает возможность сейчас, самое главное, то, о чем ты проповедуешь, о избавлении от клеща, лучше всего не придумаешь. Выгнали клеща на взрослую пчелу, и все. И там расстреливай ее чем хочешь. Любым акарицидом, быстрого действия, дымпушки, что угодно. Амитраз, там, щавелька. Ему вообще, чтобы никаких препаратов, он просто заказывает, договаривается с посольством Норвегии, необитаемый остров. Вот тут надо по всему миру сразу, чтобы все изолировали, а то идет перезаражение. Ну, в общем, война. Когда он получил шишек достаточно, я уже ушел в сторону сам по себе. Я-то знаю, что оно работает. Но не мог я, это такой твердолобый холерик был, что попал, коса на камень. Тут меланхолик дотошный в лице меня, а тут холерик в лице ученого. И вот так. Главное, что одну тему ведем, как лебедь, рак и щука. Потом проходит, целое лето не разговаривали с ним. Видно, что ему начали со всех сторон шишки лететь, семьи гибнут, матки тоже, проезжай. Приехал, надо что-то робить. Конечно, надо, я уже сразу сказал. И, в общем, как бы там ни было,
воевали, он отбивался от науки, я отбивался от этих консерваторов, практиков, но как бы там ни было, потихоньку стали присматриваться. А я же ездил по всему шарику, где меня только не катало, и бывшие СНГ, и Казахстан, и Турция, и Европа, все эти страны. И там, кто не дурак, прикинули, стоп, попробовали, работает. И сейчас, в прошлом году уже, была в Польше специализированная конференция ученых, 4 ученых были докладчиками по изоляции маток. Сказали, если мы не будем изолировать, мы останемся без пчел, без семей. На Кавказе самый желанный сейчас гость. Почему? Потому что там насел еще и тропи. Плюс ко всему. Радуйся. А тропи стал климат стал меняться, пошла ситуация, когда круглый год расплод. А раз круглый год расплод, но дурак будет тропе, чтобы он туда не вскочил и не использовал эту возможность, потому что он живет только и размножается, и питается, паразитирует только в расплоде. А вне расплода он 2-3 дня, по классической этой информации ветеринарной, он не живет. И туда, 8 лет назад я был на Кавказе, послушали точно как вот наши. Изоляцию, что-то новое, все, что новое пчеловодство, там приглашали по очереди. Попал и я. Посидели, послушали, как сказку. Так вот. Тюрьма, в изоляторе, а как она сеять. Если нам постоянно внушали, матка должна сеять как можно чаще, быстрее, каждый день. Не дай бог, она приостанавливает яйцекладку, сразу туда стимуляции, баночки и так далее. И вдруг на тебе закрыли на поллета. Если взять тут товары и от клеща избавиться. Не говоря уже о том, что на зиму на 7-8 месяцев. Все, прослушали, хорошо, хоть не обругали. Уехал. Прошло 8 лет в прошлом году. А где там Малыхин с Кавказа? Там все нормально, спрашивают над местным. А можно его еще? Теперь вы его тогда послали, грубо говоря, а теперь звоните. Приезжаю. И те, кто хладнокровно тогда повел, ни с кем не советуясь. Приезжаю, и мне сразу, я, говорит, попробовал, никому не объясняя, попробовал изоляцию. 3000 я сэкономил только на ветпрепаратах. И на 30 000 больше долларов получил меда. На фоне того, что там по 60-70% пасеки вообще пропали. И вот недавно я в Союз пчеловодов, по-моему, уже работают люди, 5 лет, говорит, работает, все хорошо, получил товарный мед. У соседа пропали, осталось там 15% пасек. Меня приглашают. Видят же, я вот рядом, пожалуйста. А можно вас пригласить, чтобы вы, вот как вы сейчас, чтобы вы от себя сказали, потому что я не авторитет, а вы скажите от себя, внушите, объясните. Как я могу, вы понимаете, я говорю, у нас период пропаганды, рекламы, агитации уже давно прошел. Все, кто попробовал, увидел, и все, и это его. И никогда никого, вот кого-то получается, года 3 позанимался, я, говорит, кому не стану рассказывать, вот вы попробуйте, но работает, все хорошо, экономия кормов, с клещом без проблем. Получить товарный мед, ради бога, с любого приспосабливайтесь к своей медокормовой базе. На акацию закрыть там или на подсолнух закрыть, неважно, у кого как. И получите двойную выгоду во всем. Осенний расплод сейчас есть ничем иным, как выращивание клеща, и не больше. А нам раньше говорили о чем? Как можно дольше матка осенью должна сеять, менять на молодых, стимулировать, чтобы семьи пошли в зиму сильными. Какими сильными? У нас что? У нас так вот до декабря ты ее стимулируешь, семьи увеличиваются. И сейчас осеннее наращивание расплода стало ничем иным, как просто тупо наращивание клеща. Весной мы, если не изолируем, у меня изолированная, встречаю матку, встречаю семью, расплода нет. Пожалуйста, щавелевая кислота, сублиматор, парами. Сейчас вот паровой генератор, кстати, бытовой, белье гладить. Я его показывал как-то в ролике.
быстро, удобно, хорошо парами. Или проливом, щавелевая кислота, или амитраза. Но самое главное, нет расплода. Все, после весны. И семья уже стартует изначально с минимальной захвещенностью. А мы же прекрасно знаем, перезимовавшая пчела, мало того, что она перезимовала, ей нужно было сохранить матку, клуб как единицу вообще в своей экосистеме. И плюс первое поколение она должна вырастить за счет запасов белка собственного жирового тела. Как она накопила в прошлом сезоне этот запас, непонятно. Были ли условия, как перезимовала, какие условия были зимовки. Но нужно поколение первое выкормить именно молочком маточным за счет белка собственного жирового тела. Все. И если у вас начали уже с декабря, или, ну, не с декабря, а где-то с февраля уже начали в условиях вот этих экстремальных выращивать расплод, потихоньку истощается жировое тело. И к весне очень часто можно наблюдать такую картину, что происходит просто взаимозамена пчел. Молодая пчела и расплод печатный, и все. И нету этой старой. И вот если у вас есть уже расплод, но полоски, это единственное, у нас еще пчеловоды, я поражаюсь, даже не знают препараты быстрого действия, препараты длительного действия. И когда их применять? Ну, препараты быстрого, говорят, а вот термокамера. Да, я имел удовольствие в 80-х поиграться с термокамерой лет 10. Но это, как появился амитраз, я перекрестился левой ногой. Это страх, такой объем работы, что, ну, все хорошо, появился бипин, обрабатываем, но бипин нам нужно обрабатывать, и термокамеры в том числе. Это мероприятия и препараты быстрого действия. Они эффективны только в том случае, если в семье нет расплода, печатного хотя бы. И вот весной встречаем семью, если матка не в изоляторе. Расплод есть, печатный уже. Нет, бипином чвырк, я бипином обработал, или щавелевой кислотой, или дымпур, ну неважно чем. Это препарат быстрого действия. Ну и что это? Это как к мертвому припарке. Вот уже ты чвыркнул. Весь клещ, 90% находится в расплоде печатном. И пошел сезон. В конце мая, начале июня точно такая система, как и пчел. Я перед этим сказал, что она скопировала самка ворова, антогенез медоносной пчелы, акимов, акаролов чистый. И вот начинается смена зимней генерации клеща на летнюю. Май-июнь месяц. И вот в этот момент нужно его в обязательном порядке. Летняя изоляция, ну, во-первых, два в одном. Вы и товар получите в отсутствии открытого расплода, и есть возможность сбить вот этот процесс, когда появляются молодые самки, и они начинают форсированно проявлять себя в своих репродуктивных способностей на протяжении лета. То есть принцип борьбы с клещом сводится к тому, я постоянно об этом говорю, бороться с самого первого дня, как только пчела облетелась, и до самого последнего дня, когда идет в зиму. Ему не дать просто накопиться до угрожающего титра. А у нас весной получилось лишь бы как, потом отводки, потом товарный мед, то некогда, то нельзя туда, все, забыли. Все, у нас коммерция закрыла глаза, здравый смысл. Подходит август месяц, мы вспомним, что в зиму нужно семьи нормально, достойные, здоровые пустить. И начинаются эксперименты. Понеслась полоски, бипины, щавелевая кислота, сублиматоры пробуем, потом еще и 2 контрольных выстрела по окончанию уже, когда расплода нет. А потом мы смотрим, а почему же так вот получилось. Препараты быстрого действия эффективны только в отсутствии печатного расплода. Если печатный расплод присутствует, только полоски. Глицерин с щавелевой кислотой, салфетки ложите, либо это, ну сейчас их полно, и на эфирных маслах, и фуалинат, флуометрин, ну кто на что учись, короче говоря. И вот вам, пожалуйста, вот такая картина. Я говорю, никогда никому, если получается у вас эта изоляция, до этого я всегда призываю к тому, что вы вначале вот спрашиваете, да вот изоляция, как вот заняться ею? Я говорю, ну ты вначале логически осознай, что там происходит, что ты хочешь добиться, что получается в результате. А тогда попробуй 2-3 семьи
Все, самая лучшая технология та, которая у нас уже получается. Я никогда не говорю, что вот все ломай, вот бросай, все, только изоляция и все. Попробуй. Может, это не твое. Есть такое понятие, что просто не дано. У тебя получается так, хорошо, все красиво и работай. Дай возможность проявить этой инновации на небольшом количестве. Постоянно предлагаю, постоянно настаиваю на том, что делайте какие-то небольшие участки по эксперименту. Старайтесь, чтобы у вас, потому что оно будет вам придавать интерес к пчеловодству. Если не будет морального удовлетворения на пасеке от того, что ты получаешь своими руками, отводки сделал, маток обгулял, а просто тупо у тебя будет коммерция и ради коммерции, и все. Но это недолго. Вы поверьте, это ненадолго. На коммерции вы споткнулись, раз, все, морального удовлетворения никакого, и все, и приехали, и понеслась вот эти вот перекосы, может, это не мое. Конечно, не твое, потому что я часто привожу пример, как сейчас уже она как притча пошла, когда одну технику профессор запускал, $1 000 000 давали, запустите, ради бога, 1 000 000 даю. Он походил, вызывает, дайте мне сюда этого слесаря с кувалдой. Слесарь подходит, он говорит, бей сюда. А предлагали, сказали, кто запустит технику, 1 000 000. Слесарь кувалдой бах, а там станина была смещенная. Станина стала на место, все, техника пошла. Теперь же надо 1 000 000 отдавать, елки-палки. Скажут, кто нас умными назовет, когда за удар кувалдой мы сейчас 1 000 000 отвалим. Он говорит, за то, что он ударил кувалдой, $1 хватит, слесарь, хватит. А за то, что я показал, куда бить, вы отвалите 1 000 000. И я всегда спрашиваю пчеловодов, какой процент вы отдаете на умственное участие, то есть интеллектуальное, умственное и физическое. Процентное, мы на пасеке физически работаем и думаем, что делать, какое процентное отношение у вас, как вы ставите, как правильно. Я говорю, если вы 90% будете думать, то вам 10% будет просто потом уже это все сразу однотипно, пооперационно сделать. А если ты будешь подходить к каждому улику, открывать и ходить вокруг него, что ж делать, то ты будешь с кувалдой бегать по пасеке и гупать, чтобы они летели на медосбор, если такие. Так что мое самое главное технологическое в принципе, это изоляция, регулирование размножения. Тем более раньше было 1 раз в сезон. Потом я стал ездить по миру, приезжаю на Кавказ, это у нас в сентябре только начинается второй взяток и второе дыхание. Стоп. И у меня родилась эта тема, обкатал я за 2,5-3 месяца 3-кратной изоляции. И книга у меня, последние книги, изоляция в годовом цикле и двухматочное содержание в годовом цикле. То есть я умудрился за 2,5 месяца своего короткого периода. Да. Это они у меня в наличии на столе. И они все у меня остались в Святогорске, в этом Дробышево, к сожалению. Только я обновил тиражи. Неважно, ладно, не вернешь все равно. И получилась такая ситуация, что нужно было на все случаи жизни, потому что сразу люди начинают пасовать. Вы написали, в конце июля закрыли и все. А у нас тут только Европа сразу. У нас золотарники, в сентябре только золотарник начинает, и мы с него часто товар берем. Поехал на Кавказ и там, а там вообще декабрь еще не зима, январь уже не зима. Как там? Я говорю, самое главное, чтобы вы знали, период между изоляциями должен быть минимум месяц. Сколько у вас получится закрывать на протяжении сезона? Восстановить одно поколение. Это месяц. Летная ушла, на ее место стала ульевая пчела, на место ульевой стала пчела, вышедшая из расплода, и в расплоде должна остаться пчела, которую насеяли перед изоляцией. То есть все это должно быть просчитано. И эта 3-кратная изоляция, я умудрился в своем коротком промежутке
активного сезона 3 месяца, обкатать 3 изоляции. Теперь уже, ребята, можете спирать сами на себя, если до кого-то не дошло. Ну и двухматочное содержание – это тоже, я считаю, альтернативы сегодня нет. Почему? Потому что элитных вот этих рекордисток, маток, которая тянет сама, одна, 3 рута, 3-4 рута, не получится ни у матководных этих хозяйств крутых обеспечить все товарные пасеки такими рекордистками. Я пришел к выводу, что, во-первых, у меня линия аборигенная. Как это так? Вот что это значит? Дворняжки, если вам так нравится, пускай это будет. Это дворняжки? Ладно, дворняжки. У меня, говорю, вокруг меня такая солянка, и бакфас, и карника, и лягустика, и украинская степная, и карпатянка. Как тут можно, какую тут породу? Тут либо каждые 2 года брать постоянно на каждую семью менять маток элитных, попробуйте по рентабельности пасеки тогда. Либо приспосабливаться, я выбирал лучшие из лучших. Для меня был показатель безупречная зимовка и склонность к болезням. Все, это были отцовские семьи. И, соответственно, иногда менял кров, когда у пчеловода, где-то у друзей, матка хорошо себя зарекомендовала, 3 года. И как репродуктор генетический по наследию, она еще хороша передать свои наследственные признаки, а рабочую семью она уже по старости не тянула. И я брал ее как для прививочного материала, как материнку. А отцовские семьи у меня были те, которые, неважно, кто там был, бакфас там под свою коррективу внес или еще какие-то, имеет право в любой семье, в любой породе есть доминанты и рецессивы. Есть доминирующие хромосомы, жизнеспособные, и есть рецессивные. И чем больше будет матка с трутнями облетаться, чем больше будет генетическое разнообразие по сперме, тем жизнеспособнее будет потомство, потому что по природе в семяприемник заходят самые, там придаточная железа, когда воспаляется она, и туда заходят после облета матки с трутнями, туда заходят самые жизнеспособные сперматозоиды. Остальных она с мукусом выдавила и все. И начинается оплодотворение. Поэтому меня ничуть не стращают и вот эти вот, я не зацикливаюсь на том, что вот какая-то должна быть порода. У меня в этом году пример. Попал на пасеку, но пасека была не ахти. Одна семья просто сказка. Все, никаких претензий. Дала больше всего товара. И я думал, вот сейчас я из нее жахну F1 дочерей. И она у меня в феврале месяце уже сказала: все, приехали. В том году товар получил, хватит, отработала. А в наш же шкаф взяли матку, звонит мне с Одессы. Я взял, вы там про американского гнильца писали, да, что американский гнилец не приговор. Как вы боролись? Так и так, говорю, матку задают. 100 евро, ты шо? А он уже только получил эту матку и сразу же в отводах сделал, и понятно, F1 понеслась дочерей на отводке. Та основная матка в отводке гнильца дала. Соответственно, генетически, возможно, была, либо у него какой-то прокол по технологическому содержанию пасеки. И пошли, и дочеря. Ой. Вот скажите, вот нужна такая породистая, крутая, дала товар. Это как раньше было пакетное пчеловодство. Взяли пакеты, получили товар, пакеты бросили, мы сдали оптом, это еще советское время. Много таких и у нас, и в Казахстане вот ребята рассказывают. Так уже многие делают. Не хотят бороться с клещом, не хотят. Да, возможно, питомники, которые они тоже, может, сейчас, если она вырабатывает, раньше была Красная Поляна, пакеты взяли, на Курск отвезли, дважды гречку покачали, на Мурманск откатили, сдали оптом, все.
что там с этими, как она будет зимовать, как их кормить, как их лечить, все. На следующий год опять полетели, пакеты взяли, ну, было такое пакетное пчеловодство. Поэтому раз уж мы взяли это детище наше из года в год, значит, тут надо включать мозги, здравый смысл. Почему я на вот это двухматочное тоже считаю, что оно, пускай лучше две середнячки будут, и дадут они ничуть не хуже по товару, чем одна какая-то рекордистка. Но зато там всегда семья в рабочем состоянии будет, всегда. Либо пчеловод увидит, что какая-то из маток недостойна, там хромает, либо пчелы сами выберут. Но зато семья будет постоянно в рабочем состоянии. И обгуливаю я двухматочное развитие, тоже еще хорошая тема, когда вот перезимовала семья, пасека вся. Первый после очистительного облета проконтролировал самые сильные, самые слабые. У нас зачастую такая была технология, слабые семьи в стороне, ну как это штатная единица, не дай бог у тебя 50 было, 49 станет, умрет. Я количественный синдром его назвал, говорю, это бич такой у пчеловодов. И вот это шило стоит, и начинаем. Только семья сильная, первый печатный расплод, смык и той. Никогда не, если кто будет подсиливать семьи, вот эти слабенькие, никогда первую печатку не берите у семьи сильной. Вы нарушите весь вот этот цикл непрерывности, потому что отданы самые главные силы зимующие пчелы. Поэтому когда уже пойдет второй печатный расплод, вот тогда можете подсиливать. Но лучший вариант, когда вы эту слабую семью сверху, разделительная решетка, пленкой поставили это шило двухрамочное, и через уголок вечером присоединили, и она у вас начинает развиваться. Во-первых, вы сильную семью уведете от преждевременного роения, она туда отдаст всю силу, и тепло, и корма, и пчел для развития верхней матки. И вы можете и пакет сделать, и отводок, и восстановить штатную единицу свою на пасеке. И семья у вас будет полноценная, без проблем, без болезней. Самое главное. А так бывает, и сильную семью дергаешь, не даешь толком развиваться, и ту не вытягиваешь, так аж до подсолнуха. Поэтому и банк маток тоже не безинтересная тема, потому что не изоляция маток породила, стала прародителем этого банка маток, а именно двухматочный старт весной. Оказывается, плодную матку можно просто плодную матку. Не обязательно. Как поступить с плохо перезимовавшими отводками, я вот сказал перед этим, поставили. Но можно, оказывается, на сильную семью искусственный отводок сделал, из нее же взял 2 рамки и подсадил матку плодную рано весной, из банка маток взял, и там где-то или плохо перезимовал, или кто-то. И все. Они выпускают без проблем, потому что там жесткое сиротство, им деваться некуда. Они выпускают наверху эту матку, начинают сеять, и все. Вы объединяете затем с основной семьей, возвращаете назад эти же 2 рамки пчелы, которые взяли для искусственного отводка, но уже с плодной маткой. И у вас пошел этот процесс двухматочного. И через 45 дней, 50, у вас трещит семья от расплода. Никогда есть, конечно, подводные камни в каком, спешно. Вот когда пчеловоды 4 рамки по силе и 2 матки перезимовал. И вот начинает он тулить. Внизу 2 рамки пчелы, разделительная решетка, вверху 2 рамки. Да еще если додам 300 рамка, это вообще караул. Только если слабая семейка, можно, да, через вертикальную, в режиме лежака, можно их запустить двухматочное. Но в таких случаях я всегда, если 4 рамки и 2 матки, я их по 2 рамки разделяю по сильным семьям, и все, и забыл за них. Или же 1 матка у меня может в изоляторе быть, а 1 работать. До 3 недель сидят, пока первое поколение не обновляется, сидят, держат эту 2-ю матку просто в изоляторе. А потом выпускаешь. И вот банк маток просто... Сама технологичность двухматочного содержания весной породила эту тему банка маток. И мы сейчас с ней...
Сразу можно спросить, уточнить, пока вот мысль не ушла, это вы говорите, вторая матка сидит, а ее кормят в этом изоляторе? Конечно, а куда они денутся? Конечно, кормят. Просто если одна уже начала сеять, бывали случаи, когда кормить перестают, и она погибает. Бывает такое, я же говорю, что после 2 недель, когда уже появился печатный расплод, уже начинает одна пропала. Когда появляется первое поколение молодое, половину сразу уходит. 10 маток у меня было, я по какой-то книге писал. Самое дольше продержалась одна матка вот в изоляторе, когда уже первое поколение поменялось и пошли на второе поколение, одна матка месяц и 4 дня. По-моему, я в первой книге это писал. Поэтому, это просто был эксперимент ради эксперимента. Лучше всего запускать их, если слабая семейка, и вы хотите 4-рамочный с 2 матками, значит, отдайте одной матке 3 рамки пчелы, а эту посадите через разделительную решетку на 1 рамочку и пускай они там сидят через вертикально, не вытягивайте наверх, потому что, представьте себе, кто там будет греть. 2 матки в одной семье – это не означает автоматически двойное увеличение силы семьи. Это может быть проблема. Я, кстати, где-то писал, причина проблем расплода ранней весной. 2-маточное содержание сам себе подкосил под эту идею, технологию. И эти скорострельные матки, те, которые по 3000 лупят. Потому что почему? Бывает, не хватает, матка первое поколение вывела, потом старшее поколение пчел переходит уже на свои обязанности фуражирования, принимает на себя миссию кормилец молодые пчелы. Они уже употребляют пыльцу, там этот фермент протеаз активен, вырабатывают молочко и кормят расплод. Но тогда матка насеяла небольшое количество, а тут погодные условия, она настрочила уже довольно большое количество, но кормилец не хватает. А болезнь расплода, главная причина – недокорм, недообогрев личинки. Но недокорм может быть не по причине нехватки самых основных кормов, белки, пыльцы и меда, а может быть еще причина этих болезней расплода – недокорм по дисбалансу кормилец по отношению к выкармливаемым личинкам. Поэтому 2-маточное содержание весной у слабых семьях. И матки, рекордистки по репродукции, могут быть причиной болезни расплода. И очень часто пчеловоды замечали, сильная семья, красавица, так шла, и вдруг на тебе. Думали, что слабая, быстрее всего даст этот сбой по каким-то проблемам патологическим, а она на тебе сильная. Поэтому не матка делает пчел, не матка. Пчелы выкармливают пчел. Матка просто так болванки поразбрасывала и все. В виде яиц. Да. Можно вопрос? Давайте вопросы, а то я буду сейчас вам тарахтеть. Да нет, это все интересно, просто может улетучиться некоторые вопросы. Я у вас хотел спросить одно, но есть нюанс, о котором не могу не сказать. Значит, я о нем говорил в своих видео, рассказывал своим подписчикам и даже вашу книгу держал в руках в одном видео, но не говорил, чья книга и так далее. То есть момент, в котором я не то чтобы не могу согласиться, но наблюдал некоторые другие вещи. Конкретно речь идет об обработке амитразом при наличии расплода. Вы говорите и в книге пишете о том, что только по безрасплоду мы обрабатываем акарицидами быстрого действия. И здесь теоретически я абсолютно согласен с вами, но заметил такую особенность. Подождите, Виктор. Препаратами быстрого действия обрабатывать в отсутствии печатного расплода. Так, в отсутствии печатного расплода. Но дело в том, что если мы будем дожидаться, пока он выйдет,
у нас семья реально потом стухает, потому что он там наращивается, выходит, и что я заметил на практике, что в любом случае в осенне, имеется в виду уже осень, да, когда у нас количество расплода уменьшается. У нас, скажем, было там 5 рамок расплодных. И когда наступает уже дело идет к сентябрю, у нас же количество печатки все равно сокращается. И получается, что чисто технически клещ не может, тот, который бы готов был к репродукции, войти в тот расплод, который остается, потому что его количество сокращается. Плюс есть еще тот клещ, который, изучая эту тему, нашел информацию, он до 5 дней ездит на пчелах до того, как сама самка клеща созреет. Ну, по крайней мере, там какие-то такие данные есть. Но что я замечал на практике, когда есть печатный расплод, еще семья находится в таком активном развитии, обрабатывая аметразом, вижу большую особь клеща на сильных семьях, которые были там рекордсменами по медосбору, очень часто бывает 300 и более даже клещей. Это если вот реально заклещенная семья, в которой не применялась изоляция в сезоне. Эта семья страдает, она очень заклещена. Если этого клеща не сбить, семья вообще не переживает, погибает. У нас был 1 год в Донецкой области, как раз вот там где-то, наверное, 20-й или 19-й, когда пасеки у профессионалов, пчеловодов, которые больше 100-200 семей держали, просели до 50% из-за несвоевременной обработки. С тех моментов, еще до того даже момента, мой наставник, пчеловод из Артемовска, Бахмута, он посоветовал мне, говорит, ты сразу обрабатывай и делай просто кратность обработок. Выходит пчела из расплода вместе с клещом, мы обрабатываем. И вот такая кратность 7-дневная быстрым акарицидом приводит к тому, что мы избавляемся от клеща. Ну и, естественно, финишная обработка уже полностью по безрасплоду, она может быть даже в декабре, чтобы 100%, ну сейчас же теплый ноябрь, декабрь, то есть ноябрь-декабрь, и тогда мы сбиваем его полностью. Вот такой подход, он позволяет выжить абсолютно всем семьям. Я такой подход где-то на протяжении 7 или 8 лет практикуя, не потерял ни одной семьи за зиму. Даже слабые, которые уходили на 4 рамках, они все равно на 3 рамках выходят, и дальше они жизнеспособны. То есть вопрос именно в том, что вот, не весь клещ все равно сидит в расплоде. Если он был там весь, то, обрабатывая семью с печатным расплодом, я бы не видел осыпи. А так у меня донья сетчатые, усыпано. И причем такая, вот знаете, закономерность. Сетчатое дно, обработка с наличием расплода. Если в семье высыпалось 50 клещей в первую обработку, то значит в следующую обработку будет 100 и больше. Вот такая закономерность. Если высыпалось сразу 200, значит во вторую обработку уже будет меньше. И тогда я смотрю, если действительно там во вторую до 50 высыпалось, я эту семью уже не обрабатываю до самого финиша, когда уже будет финишная обработка. Если же продолжает сыпаться, значит может быть дополнительная обработка. Что вы можете по таким моим наблюдениям сказать, раскритиковать как? Да, вот интересно, вы сами полностью ответили на то, что вы вот сейчас вслух подумали, дали эту картину. Вы изначально обмолвились, что если не применять изоляцию, то на конце сезона, когда меньше становится расплода, клещ при обработке акарицидом клещ сыпется. Ну, конечно, будет сыпаться, потому что среди лета, если там было по 6 рамок печатного расплода, вы его не увидите. Он весь там находится. А потом к концу сезона расплода все меньше, меньше, меньше. Понятно, ему деваться некуда. Он просто, ему некуда нырять, некуда, личинок нету перед запечатыванием. И он находится на взрослой пчеле. И вы будете обрабатывать постоянно, сколько будет и расплод у вас печатный, столько вы будете обрабатывать и будет сыпаться клещ. И вы сказали, что если не использовать изоляцию, ребята, конечно, если не использовать изоляцию, вы будете играться с этими семьями, с этим клещом вот так вот до самого декабря месяца. А немцы даже... У меня такие семьи, которых не изолируют, а буквально 1-2 в сезоне. Остальные изолирую. Ситуация такая же, просто клеща у них меньше. Если та семья, которая не изолировалась, там 300 и 400 бывало клещей,
А семьи, которые изолировались, в любом случае клеща сыпется очень много. При первой обработке, когда еще есть расплод. Это Ну а замечено было. сколько раз вы за сезон это обрабатываете? Начинается весна, очистительный облет. Весной я не обрабатываю, я применяю изоляцию летнюю. С Мгм. момента начала роения, предроевое состояние, семьи вижу, что она развилась до максимума, и произвожу либо изоляцию, либо безматочное содержание. Там как бы два в одном. Заодно также хотел бы спросить у вас по этому поводу, есть ли разница, по вашим наблюдениям, вашему мнению, между семьей, которая обезматочена, и семьей, которая с изолированной маткой? Разница, в чем разница? Безрасплодный период решает все. Ну, Хоть она по расплоду и клещу понятно, а сама семья, ее работа, активность, бесферомонное вот это вот содержание ее, как она себя ведет? Смотрите, тут может коррективы внести породы. Вот такие породы, что я вот был на Кавказе, Мигрельская, ну идеальная вот эта кавказянка, просто я когда создавал безматочные семьи и хотел свящевые, думаю, маток позабираю на отводке, ну моя тема была, а там выведут своих. Кинулся, да через одну, вообще нет, ни единого открытого расплода полно. Матки позабирал, ни единого маточника. Я из 70 семей, которые у меня были, я еле понаходил семьи, там, где по 3 маточника свящевых всего-навсего потянули. И я потом распределял по всем этим семьям. И работы, как работали, так и работали. А есть такие, вот, кстати, и в клеточках, вот когда маток, вот эти вот бесконтактные пересылочные клеточки, тоже порода играет роль. Поэтому если матка сидит в изоляторе проходящем, там контакт с ней, присутствие феромона, это одно рабочее состояние. Если просто молодая матка, хотя бывают такие вот безматочные семьи, долго находятся без матки, и молодая выходит аж в самый конец, забивает все медом. Поэтому тут бабка надвое сказала. Я говорю, на породу можно делать законную поправку. Ну и скажите, вот мы знаем все там о существовании календаря вывода маток, то есть мы знаем конкретный цикл и так далее. Можем ли мы применить какую-то вот такую методику, цикл? Вы сказали, что 30 дней минимум нужно изолировать, но как пчеловодам из разных регионов определить момент начала изоляции, или даже так, если говорить с весны, момент начала выпуска матки, когда ее выпускать? Температурные условия или какие-то цветущие, может быть, первая пыльца, то есть когда выпустили, сколько нарастить и конкретно когда заизолировать. Может быть ли какие-то конкретные условия, чтобы вот человек глянул как вот по календарю и сделал это. Потому что, ну, недостатком у меня по изоляции все же бывает недостаточное количество пчел на подсолнух. Если я изолирую вот в момент роения, летом они у меня в июне сидят в изоляторах либо без маток, и потом уже июль, ну, такое, раскачка, и на подсолнух мало пчел, мало по сравнению с тем, как вот те, которые там не изолируются. Смотрите, если у меня какая тема? Если вы нормально в безрасплодном периоде весной обработали семьи препаратом акарицидом быстрого действия весной, то вы на акации можете кратковременно закрыть на акацию, просто чтобы не было, там она цветет неделю всего. Закрыли для того, для чтобы... меда и для отсутствия роения. Прикрыли. Да, и минимум, вот я закрываю, минимум месяц до июля месяца, до начала июля, минимум месяц должна быть матка в активности по наращиванию хотя бы одного поколения на замену. Месяц у меня на подсолнухе без этого полностью работает на товар. Выпускаю в начале августа. Месяц просидела семья. В начале августа выпускаю. Июль просидела. И июль полностью просидела в изоляторе.
В августе выпускаю на наращивание зимовалой пчелы. Полностью нет расплода. Я обрабатываю акарицидом быстрого действия. Начинается выращивание зимовалой пчелы в лице расплода в отсутствии ворова. Это очень хорошее подспорье для того, чтобы пошла в зиму пчела с максимально развитым жировым телом. Используется пыльца. Пищевая кислота у меня одна. Угу. И все, и даете возможность... Да? Что-что? Сублимация. Смотрите, сублимация, раньше я пролил, сейчас у меня парогенератор. Хорошая игрушка. Поэтому тут среди лета бывает, смотрите, когда вы среди лета закрываете, летняя изоляция, должна быть, и применять их своим, я говорю, что даже у нас в черте, вот на территории Украины не получится дать какую-то конкретно кому-то готовую, вы сказали сейчас, вот как вот есть какая-то точка отчета, вот и да, и график. Да я за 40 лет не помню сезона, не помню ни одного сезона, который я сам себе в своем лице практическом положил 1 на 1, и какая-то аналогия была, чтобы на что-то сравниваться. То семья опоздала. Я прошу вас поделиться своими наблюдениями. Вот вы же в каждом сезоне изолируете, вы смотрите на семью и думаете, ага, вот сейчас нужно изолировать. На что смотрите? На количество расплода, на количество пчел? Двухматочное для того, чтобы вы хорошо стартовали в сезоне, у вас должно быть двухматочное содержание. Я пришел к выводу. Двухматочное содержание. Рядом сразу только набирает силу 2 расплодов, на 3-е выходит расплод, уже могут появиться маточники. Я делаю сразу отводок двухматочный сразу же. А тут обгуливаю маток молодых. Получится обгуляться. Для меня акация есть хорошо, нет, не смертельно. Обгуливаются молодые матки. Начинают матки сеять. Как раз июнь и до самого подсолнуха. Затем я вот эти вот рядом стоящие отводок, от пасека без отводков, это не пчеловодство. Это моя философия, вот поверьте. Я затем для того, чтобы достойно семья пошла на товар, у нас единственный сейчас товар, это подсолнух, как бы там мы ни хотели. Потому что лотерея, акация лотерея, липа джекпот, поэтому молимся и готовим семьи именно к подсолнуху. Подходит к подсолнуху семья с молодыми матками. Закрываю в начале июля на целый месяц. Молодых маток уже в изолятор. И забираю вечером вот этот отводок со старыми матками в сторону. Забрал летную пчелу. Почему я сюда не рекламирую, а привожу пример. Цебра и Волохович. Применяйте к своему региону, создавайте семьи. Каким образом вы сильную семью создадите? Это либо отводки сделайте, либо объедините. Вот двухматочное есть содержание, есть двухсемейное. Семья начинает развиваться, сверху поставили расплод, выводите молодую матку. Ротацию сделали, с нижней забрали печатку, дали туда, сверху взяли открытый, чтобы внизу они не задурели раньше времени. Все, подходит к подсолнуху двухсемейная, через глухую перегородку или сетку. На подсолнух вечером отвернули угол, объединили, все, у вас мощный медовик. В принципе, одно и то же. Что двухматочное подсолнуху подвели, что двухсемейное. Конечный результат — создали медовик. Я убираю отводок еще в сторону, забрал летную пчелу на эту молодую. Матка в изоляторе, нет расплода. А в начале августа обрабатываю от клеща акарицидом быстрого действия и запускаю на развитие. Желательно. Вы забираете к началу августа? Конечно. Разнотравья у вас уже нет, да? Вы его забрали. У меня я качаю раз в сезоне, все, у меня одна качка. Там есть... Вот видите, как нюансов много. У меня начинает рапс, и они дуреют на рапсе с 1 мая, где-то там, наверное, весь май. А потом начинается акация. И, тоже может быть, может не быть, и все остальное. Потом где-то гречка, могут нанюхать гречки. Немножко, но все равно она есть. И дальше идет разнотравье. И бывают сезоны, когда качаешь 3 раза до подсолнуха.
То есть такие разные, небольшое количество. Это может быть несколько, ну, до 6 полурамок полностью запечатанного меда, но его нужно выкачать. И так вот я разделяю его по сортам, по сути дела, и получается, что они все время работают. И, естественно, если они работали и там и расплод, и мед, и пчелы, они ослабевают за такой период. И вот вы говорите, в августе выпускать, а у меня сразу вопрос, а как-то даже надо гнезда откачать, потому что когда матка изолирована, они же ленятся, не хотят тянуть магазины. Раз расплода нет, он выходит, они заливают гнездовые рамки, тоже некоторая проблема получается. В темную сушь мед. Дополнительные рамки должны быть. У вас отводок должен быть, куда вы отставили этот уже готовый мед, который у вас на разнотравии там или где собрали. А туда дайте, сила семьи есть, отдайте мед, чтобы он там не путался под ногами у этого медовика основного. Дайте То есть сушку. ключевое – это ротация, как посуды, условно говоря, так и рамок и пчел. Плюс Вот даже подсиливание семей от других семей, правильно? Ну, только так. Я же, у меня два авторитета. Волохович и Цебро. В зиму идет 10 семей, у Волоховича 10-12. Весной он с весны развивает до 45, затем на конце, на главном медосборе сбрасывают все в гиганты, откачивают 400 килограмм, елки-палки, меда за сезон с одной зимующей семьи. Ну что я, какие могут быть еще здесь более авторитетные примеры? Человек приспособился к своему региону. Все. Вот, да, кстати, рапс. Как вот разделить рапс от акации? Вот не получается. Рапс только занесли, хорошо развивались, все. Но он не запечатанный, а тут акация наступает на пятки. Я говорю, отводок должен быть. Вот туда магазин не запечатанный поставьте сверху. Перевернули сначала, летная ушла, а потом поставили на допечатывание отводку. А сюда ставьте чистый магазин. Дело в том, что знаете, как получается, я пробовал по-разному, выходит так, они уже на акацию пошли, я там на кочевку вывозил несколько семей, прям под акацию ставил, и все равно они здесь акацию собирают, то ли они гнезда подтягивают вверх, тот мед, который у них там ферментировался, то ли они остатки на поле выбивают. И получается так, ты думаешь, это акация, у нее есть запах и вкус, но акация, а зимой она стоит, и вот так вот внизу кристаллизуется рапсовый мед, а наверху акация. Вот такая вот ерунда получается с этим рапсом. Не, ребята, аксиомы тут не будет на все случаи жизни. Я говорю, что тут даже мы два соседа будем стоять рядом и конкретно, и категорически будут расходиться возможности наши результаты. Процентное отношение, скажем, ну, на примере 10 семей. 10 семей у нас, которые планируется повести в зиму как основные медовики. Да? Сколько нам нужно иметь запасной инвентаря, ульи, рамки, ну пусть ульи, да, не будем мы рамки считать. Сколько примерно в процентном отношении? Тоже 10 или 5? То есть, ну сколько примерно на 10 семей? У вас двойная сила семьи, допустим, 15 рамок, значит 30 рамок у вас должно быть суши. Угу. А запасных ульев куда будем отсаживать? Из каждого, например, маток поотсаживали. Тут же, понимаете, как технология, да, она мне понятна и все прекрасно. Я такие вопросы задаю, потому что очень много начинающих пчеловодов, которые хотят, но они не могут понять, как это делать. И получается, что ну, он купил, там у него 10 ульев есть, он с ними возится. А понимание вот этого процесса, о котором мы сейчас говорим, оно включает в себя наличие еще 10 ульев для того, чтобы производить эту ротацию. Правильно? Варианта 2. Я сказал, что если пасека без отводков пчеловодства и пасека без двойного комплекта ульев тоже это проблема. Если двойного начинающего пчеловода, если нет у него запаса свободных ульев для отводков, значит вариант двухсемейное содержание. Я тоже с этого начинал. Не было запасного. А семья может зароиться еще далеко до акации. Поэтому сверху ставлю через глухую или через сетку, ставлю отводок делаю и обгулю там матку. И ротацию. Сверху матка обгуляла, сверху беру открытый расплод, вниз даю, чтобы там не задурели
кормили, потому что если в отсутствии, ну, когда мало открытого расплода, семья уже сильная, дошла до кульминации, она может отравиться. Оттуда забираю печатку для подсиливания. И вот так вот игрался до самого подсолнуха, главного взятка. А потом объединял в один медовик и все. Вот вам вариант. Если нет запасных ульев, чтобы сделать отводок. Так, ну и здесь есть вопросы от одного подписчика, который много вопросов. Просит подробнее про сублиматор с утюга. Также спрашивает, что эффективнее, пролив щавелькой, опрыскивание росинкой с щавелькой или сублиматором, и как вы обрабатываете щавелькой. И также спрашивает о кратности обработок, именно к вам вопрос, 4 дня или сколько дней, а не 7 дней, то есть какая кратность обработок? Я вот эти вот кратности придумали те, кто про изоляцию не знает и не думает и не задумывался. Это когда при наличии печатного расплода постоянно в сезоне применяют вот эту семикратную, трижды семикратную, чтобы якобы 21 день инкубации расплода, и вы захватили полностью всех, якобы клещ 5-7 дней катается. Ну, это не для меня наука, вы понимаете? Нигде он не катается, этот клещ. Там заходит при осеменении с самцом молодой самки в расплоде печатном, молодой самки клеща, он туда дает проспермий. Откройте Акимова, Авдеева. Проспермий. Что это значит? Несозревший сперматозоид. Выходит молодая самка, ей нужно срочно нырнуть в ячейку, в личинку перед запечатыванием, чтобы употребить в пищу гемолимфу этой личинки перед запечатыванием, для того, чтобы произошло созревание сперматозоида. Она сразу ныряет туда и начинает откладывать яйца. И никакого катания вот этого, если бы они катались, как вы говорите, ну, это наука, так, я знаю такое. Если бы по 7 дней они катались, вы бы среди лета всегда видели клеща. Всегда бы видели. При осмотре там первого дня. Эти научные исследования, которые вот, да, мы их затронули, я их читал, они говорят о том, что 3 самки в расплоде сразу выходят, потому что они за время инкубации в печатке, они успели стать половозрелыми, и они уже сразу ищут себе, где приткнуться. А еще 2-3, в зависимости от того, как она там посеяла внутри ячейки, вот те катаются, пока не созреют, то есть ей зрелой, половозрелой матки клеща ворова нужно туда залезть. И получается, они якобы вот, ну так исследовали, утверждают, что половозрелые сразу ищут личинку, а те, которые не половозрелые, те вот катаются. И мы, по сути, видим, когда сбиваем кратностью, мы видим больше неполовозрелых маток клеща. Вот якобы так. Я не могу уже утверждать, я с микроскопом не сидел, но это то, о чем пишут мировые. Ну, смотрите, я понял. Я отвечаю на вопросы, какая кратность по обработке сублиматором или проливом. Я раньше обрабатывал только проливом. И сейчас чередую пролив и бытовой парогенератор. Такая же точно концентрация, ну, намного проще, быстрее. Или сублиматором. Почему сублиматоры и дым-пушки, кстати, я не знаю, они не особо стали в авторитете, дым-пушки, но у нас раньше была проблема с трахейным клещом, если помните, серьезная проблема, когда были просто тимол, фольбекс, ну, такие какие-то щавелевая кислота проливом, памятраз в том числе, а когда появились сублиматоры, то есть возгонки, испарения, то пчела по неволе, как бы там ни происходило аккуратно, но она в этом тумане, а пчела дышит, она частично вдыхала, и а клещ, акаропидоз – это трахейный клещ. Понятно, что вдыхая, была профилактика и лечение, возможно, от этой проблемы. Поэтому сейчас вот сублиматоры, я думаю, они будут в авторитете у пчеловодов, потому что удобно. Даже на батарейках есть
сублиматоры, можно в поле на выезде, потому что парогенератор, кстати, бытовой, там только 220 должно быть. А вот эти вот небольшие, то их в YouTube заходите, там найдете эти сублиматоры. И кратность в моем случае, зачем мне кратность вот эту придерживаться, если у меня основная обработка происходит в безрасплодном периоде. У кого расплод есть постоянно печатный, ну тут пускай играется с этой кратностью. Ну там единственная кратность может быть из-за чего, что чисто теоретически, опять же, говорится о концентрации распространения вещества. Может где-то там на какого-то клеща не попал. Поэтому чисто для того, чтобы... Победитель не суд. Получается, живу, слава богу. Тут я же говорю, внести какие-то, вот сказать, что вот только так, это аксиома, ни вправо, ни влево шагу, вот только так. Но все, вот вы обрабатываете осенью по безрасплоду. Все только без расплода, весна, безрасплод, летом щавелькой. Да. А потом еще весной обрабатываете по безрасплоду до выпуска маток? Ну, конечно, да, я могу выпустить, сразу обработать или до выпуска. Что, это уже вторая кратность без расплода. То есть один раз зимой, и потом все-таки весной добивается тот, который перезимовал, правильно? Ну, конечно. Ну, это же моя тема. Раз вы спрашиваете о моей теме, я обрабатываю весной, в безрасплодном периоде, щавелевой кислотой, щадящим акарицидом. Раз. Потом летом. Вот в начале, если я обработал нормально, выборочно на акации делаю, в принципе, для меня акация вообще как таковой медонос не существует, я на нем не комплексую, не зацикливаюсь. Для меня важно сделать отводок и обылять молодых маток в начале июня. Все. Если клеща там нет, если я хорошо обработал весной, в безрасплодном периоде, мне достаточно сделать безрасплодный период в июле месяце полностью. А тут еще какой интересный момент. Когда нет, вот выходят эти самки, вот мы сейчас говорили, выходят, есть половозрелые, есть неполовозрелые. А есть старые, которые уже по своему, ну как и пчела, 40 дней, она же постоянно, каждый день 1000 рождается, 1000 отходит, умирает по своему, потому что 40 дней живет пчела летом. Точно так же и клещ. И вот у нас безрасплодный период целый месяц. Нет личинки. Куда нырять? Молодым некуда, чтобы взять эту гемолимфу. А старые тоже некуда последние яйца отложить. А тут еще жара. А при потере собственной влаги на 10% самки ворова расплода нет, 80% влаги держать нет смысла в семье, в улье. И когда пересыхает, теряет влагу собственного тела самка ворова на 10%, у нее сокращается возможность питания на 50%. Все, астматическое давление не работает, присоски отказали, и она бросает своего хозяина. Часть осыпается. Если на 15% теряется влага собственного тела ворова, погибает сразу. И, возможно, вот этот вот месячный период, безрасплодный, как раз и вносит окончательно, ну не окончательно, а вносит свою лепту положительную для снижения титра закрещенности. Клеща нужно с клещом нужно бороться не такими вот жесткими акарицидами в конце сезона. Ему не давать накапливаться в семье на протяжении всего активного сезона. А это безрасплодный период. И щадящий акарицид, щавелевая кислота. Весной в безрасплодном периоде, да, перезаражение, никто не отменял. Осы, там, шмели, воровство, и пошли там между собой шнырять. Что-то будет. Плюс смена генераций, зимней на летнюю. Вот тут самки молодые рванут. Но мы им не даем, потому что расплода нет. И отводки. Когда я делаю отводки на старых матках, я ее закрываю в изолятор. Отводок на старой матке. Потому что летная ушла, активности никакой. А отводок мы делаем на печатном расплоде. Через неделю я выпускаю. И через неделю обрабатываю, потому что печатного того расплода уже нет, на котором ты формировал
отводок, а этого печатного еще нет. А тут основная семья. Вообще нет расплода, потому что матки только обуются. И плюс месячная изоляция на подсолнухе. И я же не говорю окончательно, в середине сентября обработал там уже выборочно, посмотрел заклещенность. Выборочно я не обрабатываю все, посмотрел по диагонали, сколько там, ну, процент, 5-10% пасеки. Какой выпало там 5 клещей. Какого числа вы закрываете их уже на зиму? В начале, до середины сентября где-то. Угу. То есть 1,5 месяца они развиваются? 1,5 месяца, да? Желательно дать, вот выпускаю в начале августа, и желательно дать, чтобы не говорят, 3 недели хватит, а на 5 рамок больше не насеет. Желательно, чтобы насеяло, вышло то поколение, и молодая пчела начала выкармливать вот это вот второе поколение именно возможностью продуцирования, то есть поедания пыльцы и вырабатывания полноценного маточного молочка. То есть замечено. Ну, в сентябре вы их закрыли, еще 21 день выходят пчелы, то, в принципе, к середине октября у вас они еще... Да, у меня в конце октября, в конце сентября, в начале я уже безрасплодный период, я посмотрел. Сейчас погода, вы же видите, отодвинулась на 2 месяца. Увеличилась, почему проблема с клещом стала? Увеличилась возможность выращивания расплода с весны и до осени. Если раньше это была главная рекомендация, я вначале говорил, рекомендации как можно дольше, чтобы матки сеяли. Ну, сейчас это стала проблема, что как раз не наращивание мы делаем силы в зиму, а наращивание клеща. Тем более, если на протяжении активного сезона мы ничего не делали. А так вот чисто так, лишь бы для окозамыливания собственного. Есть еще вопрос, ряд вопросов от моего подписчика, который не смог быть на эфире, написал их заранее. В одном из стримов был спор о возможности наращивания пчелой жирового тела. Не изменилось ли ваше мнение в этом вопросе и что за видеоматериал, якобы доказывающий возможность наращивания жирового тела, и в каком канале, группе был озвучен коллегой? Что вам оппонировал? Это какая-то закрытая группа или доступ свободен? Да, без проблем. Zoom. Завтра будет, кстати, Zoom. Заходите. У нас постоянно идет. Кстати, давайте так уже максимальное там число собралось людей. Скажем о том, что у вас в Ютубе есть канал «Творческое пчеловодство», где есть ряд роликов, обучающих и полностью показывающих методы, технологии. Я, кстати, вот стараюсь традиционно уже по выходным, по воскресеньям проводить по вечерам. И выставляю его на свободный просмотр на канал «Творческое пчеловодство». Да, я видел. То есть все записи стримов в Zoom вы выставляете сейчас в последние месяцы, выставляете в Ютубе. Я видел, да, заходил неоднократно, видел. Вот. Ну и также был вопрос по поводу книг, которые я показывал. Это не реклама какая-то, это я просто показываю. Отвечаю на вопрос. Никакого смены, кто бы там не оппонировал, никакого смены моей риторики, мысли, философии по принципу формирования жирового тела не было и не будет. Однозначно. Это летом пчела живет 40 дней. Почему? Потому что она выкармливает маточным молочком расплод. Именно маточным молочком. Все, она весь потенциал жирового тела свой расходует. Весной Анна Маурица. Почему живет 10 месяцев? Потому что она, накопившая жировое тело, в личиночной стадии зимой не тратит, будучи уже это взрослой пчелой, не тратит на выращивание расплода осеннего. Почему и осенний расплод сейчас стал бич? Это не наращивание силы. Сила хоть всю зиму наращивает. А наша увеличится сила? Конечно, нет. Поэтому... Ну, тут, знаете, слово «жировое тело» сразу порождает дискуссию еще часа на 2. Но у меня все равно тоже есть вопрос относительно этого. Скажите, то, что маточное молочко, выделение маточного молочка изнашивает пчел, это 100% это как бы не обсуждается.
Как вы относитесь еще к некоторым факторам? Изнашивают ли они пчел, ну, примерно там на сколько процентов? Потому что исследования разнятся. Ферментация нектара, насколько пчелу изнашивает, и ее летная активность, работа в поле пропеллерами. Смотрите, есть Анна Маурицио, а есть Эльгип и Майер-Майер. Так вот, Эльгип и Майер-Майер утверждает в такт Анны Маурицио: пчела, не выкармливающая маточным молочком в определенном возрасте, личинок младшего возраста, если попадает под товарный медосбор, летально и фактически не изнашивается. Да, есть какой-то процент потраты этого белка на фермент инвертазу, на вырабатывание восковых желез при строительстве этих слотов. Но это по сравнению с тратой белка жирового тела при кормлении расплода маточным молочком, мизер. Поэтому какие там исследования, у меня практики 30 лет почти изоляции. И я изолировал раньше в середине июля, изолировал в 20-х числах июля, это первые были, и на 7-8 месяцев. Но есть о чем говорить и что отстаивать. Не, бесспорно, просто это такой вопрос, который нужно озвучить, да. Пускай дискутируют, пускай рассказывают, пускай, да, где-то там и приводят пример ученых, исследования, и разрезы, и гистологические срезы, пускай режут, пускай. Ну и вопрос по изоляторам. Какой лучше всего использовать изолятор начинающему пчеловоду, есть ли особые требования? И я сюда же сразу и свой вопрос добавлю. Вы пользуетесь для изоляции одним и тем же изолятором для летней изоляции и зимней изоляции? Либо это разные изоляторы, типы изоляторов, формы? Смотрите, изолятор является всего-навсего инструментом технологии. Какую он имеет форму, треугольную, квадратную, большую, маленькую, круглую, абсолютно никакой разницы нет, никакого принципа. Есть врезные типа Миленина, небольшого формата, а есть междурамочные, типа Хмары, большоформатный. Но такой большой формат не нужен, потому что там сильная семья, максимальная компактность, потому что он режет клуб пополам, его нужно обогревать. Пчелы выносят мед возле этого изолятора, и такое создается впечатление, что они сразу поедают и панически. Им нужно обогревать там, где матка находится, должно быть 30 градусов, его обогревать. То есть в каждом формате изолятора, и маленьком, и большом, есть и плюсы, есть и минусы. Минусы маленького изолятора, если вы компактность не создали нужную по силе семьи, она погибнет, матка в изоляторе, либо в начале зимы, либо в конце зимы, потому что клуб перемещается, и это проблема. То есть компактность гнезда – требование для любого формата изолятора. Врезного, маленького, большого, широкоформатного, потому что если широкоформатный между улочками, им больше рамок, чем положено. Я вам сказал в начале нашего общения, что матка является центром клуба, так все думали. Поставили, села 7,6 рамок, изолятор по центру с маткой, никуда они не денутся от матки, ничего подобного. Матка королева в семье куда пошлют. Всеми процессами управляют рабочие пчелы. Они пошли туда, где им теплее, там, где максимально экономичнее можно создать клуб, чтобы меньше употребить кормов. Потому что минимальное употребление кормов – это залог нормальной зимовки. Переполнение кишечника может быть чревато гибелью семьи. Поэтому они ищут вот это вот место потеплее. Матку бросают. Так что я бы начинающим смотрите, можно два варианта. И междурамочный попробовать, и широкоформатный, но не обязательно Хмары на всю. Я на косынку их предлагал резать на косынку, то есть 2 треугольника делать. Из одного квадратного делать треугольник. Он для любой системы ульев без проблем подходит. Хоть на 300 рамка, 230, даже на корпус, даже на 145. И попробовать миленинский.
Если тема вам зайдет, вы, ну, ваша личная практика вам даст, может, сами придумайте какой-то. То есть, а может, кто-то перейдет на юбку китайскую. Я когда-то Хмаре пошутил так случайно, в 2007 году еще, писал первую статью «Технология против химии». И говорю, что если тема зайдет пчеловодам практикам, то каждый будет изолятор делать собственной конструкции. Ну, не понравилось, конечно, ему, потому что он увалил столько деньжища на эту пресс-форму. Ну, и так и случилось. И пошутил по-мужски. Я говорю, там какую-то резинку матки напялят на задницу, чтобы она не откладывала яйца. Самое главное — создать безрасплодный период. Ну, вот так оно и получилось. И китайцы сразу крутнули в мозгах, вилку нацепили. Я, кстати, в этом году хочу попробовать. Есть еще один вопрос такого плана. В вопросах здоровья, профилактики, на личном опыте, что используете из пчелопродуктов? Практикуется ли ужаление? И если да, то где черпать информацию для правильного самолечения? Смотрите, что касается пчелоужаления, выходите на Синишина Дмитрия Марьяновича. Это наш, он, ну, во-первых, ученый, апитерапевт и медицинское образование, так что его информация по пчелоужалению конкретно, что делать, какие точки, какие... У меня, кстати, в семье дочь, у меня отец получил в свое время, 40 лет назад я привез только пасеку во двор, и его одна ужалила. О боже, анафилактический шок, высшая форма аллергии. Еле 2 скорые спасли его, неделю под капельницей. Думаю, это затеял бизнес. А тут меня жалят. А я ж биологический сын. Боже, у меня паника, кошмар. Думаю, сейчас и я ласты заверну, не начал своего бизнеса. Но ничего, оказывается, мальчики первые в семье, у одних родителей первые мальчики идут по линии отца, а девочки по линии... Мальчики по линии матери, а девочки по линии отца. И дочь пошла по моей линии, но унаследовала, я, слава богу, без аллергии, а дочь унаследовала, к сожалению, аллергию деда по моей линии. И вот она у меня сейчас, как на пасеку приезжала, стоит бутылка водки, помогает личинок, когда переносить, но там на пасеке нереально уйти, ну, спрятаться от пчел, где-то что-то попадет. Но я ее выводил. Выводил каким образом? Если у кого аллергия есть, раздавливаете жало, то есть яд этот у пчелы, вытягиваете 2 резервуара ядовитых, раздавливаете пальцами и мажете по запястью, как раньше манту делали, вот перед прививками делали манту на запястье, и смотрите по реакции. Покраснение там или какое, да, было, ну, в общем, в течение недели я мазал вначале вот запястье, затем прямое ужаление сразу в плечо и сразу удалял жало. Ну, был дискомфорт, но не было такой ярко выраженной аллергии. Поэтому, что касается по пчелоужалению, Синишин Дмитрий Марьянович. По апитерапии относительно восковой моли, понятно, Ее Величество восковая моль – это Татьяна Михайловна Чухрай. Она у меня на стримах бывает, я ее приглашаю вот по просьбе. Громовые подружки. Сейчас в Польшу уехала. Да, которая в Польше. Подружья, знаком с ней. Да, смотрите, подружья Громовых. Это самородки, оба апитерапевта. У них и настойки, и свечи, и для женщин, и для мужчин. Ну и мое направление пасеки маточное молочко гомогенат. Я с пасеки беру все, кроме меда и пыльцы. Вот так вот на лекциях, когда начну выступать, сразу же оппонента обезоружить, говорю, что вы самая лучшая технология, та, которая у вас получается, так что все, отстаньте, раскрывайте уши и слушайте, какая практика у меня. Ну и когда говорю, что я с пасеки беру все, кроме меда и пыльцы, все, сразу, а что ж тогда брать, если не пыльцы? Просто 10 наименований. Да, чтобы каждый пчеловод прежде всего понимал, что ульи и
пчелы – это лишь инструмент. А как мы его будем использовать, это уже… Конечно, конечно. Поэтому все есть у нас специалисты, есть хорошие практики, посоветуют, расскажут, дадут сам продукт или покажут технологически, как его производить, куда и как, затем в какой нос, в какую ноздрю его запнуть, чтобы максимальный эффект получить. Так, у нас есть еще 2 вопроса. Друзья, которые смотрят сейчас эфир, пишите вопросы в чат, они будут озвучены. Из того, что есть неотвеченное, что скажете про обработку пихтовым маслом в течение сезона поливом на верхние плечики рамок, просто шприцом по 1-2 кубика? Ребята, смотрите, но я насчет вот этих всех эфирные масла, есть сейчас в моде, щавелевая кислота с глицерином, полоски ставят, но я не силен. Если вам нужно по щавелевой кислоте, я сказал, как я обрабатываю, чем. Кто специалист, поэтому я не могу ничего сказать. Если действительно, спрашивайте всегда у практиков, чтобы это был практик, доверенное лицо, не просто понты. Вот он так работает, у него может и не получается, но вот потому что он так работает, и он и вам скажет, что хорошо. Просто надо вот спрашивать у тех, кто… Я этим не занимаюсь, поэтому я в этом полный ноль. Как они работают? Слышал, работают, да, есть эфирные масла, разные варианты, виды. Ну, от себя, если интересно, подписчикам. Ага. Кстати, извините, я сейчас ремарку одну. Попал я в неприятность однажды, когда Эковид, по-моему, я не знаю, короче говоря, на вот этих вот лекарственных травах препарат длительного действия. Типа, у нас препарат длительного действия флуволинат, флувометрин, а то и на метразе, по-моему, какой-то, а то или Эковид, или, в общем, на все там такое, что, хоть и с чаем прикуску жуй эту полоску, безвредно. И вот поставили, а я был на пасеке сертифицированной. Там ужас, что творилось, я просто спасал пасеку. Пасека большая была. Поставил вот эти полоски. Там читаю, там я же говорю, что все одно только, чуть ли не корень женьшень по пользе. Кроме пользы ничего нет. И я эти полоски поставил. Как пролетает профессура. Ой, это ты шо, у нас пасека сертифицирована, там-то я говорю, это ж эко. Какой эко? Там вот это эко, вот эта замануха показывает, что для пчеловода. Все на лекарственных травах, на эфирных маслах. Но туда, бывает, подмешивают для эффективности какую-то гадость, типа флувометрин или флуволинат. Никто не знает. Или что-то еще такое. Для того, чтобы пчеловоду дать замануху по привлечению, то, что это эко, потому что ему на экспорт нужно мед сдавать. А для того, чтобы она давала эффективность, вот это вот, нужно туда, потому что эфирные масла могут такого положительного действия не оказывать. Так что я не берусь сразу, говорю, я полный ноль в этом. Вот этих эфирных маслах, там какие-то, пускай отвечают те, кто его делает, а лучше всего находите практиков, такого доверенного практика, чтобы не просто, я же говорю, что понты какие-то, а именно то, что он работает, да, действительно. Безрасплодный период. На данный момент вы сейчас заставьте внушить себе, если кто еще не занимается изоляцией, в крайнем случае не изоляцией, а хотя бы создать безрасплодный период. Само слово «безрасплодный период» в виде отводков, отводок на старой матке. Пока там это все. Бывает, делает так. Отводок делает на печатном расплоде, отводок на молодую матку. А здесь оставляют в основной семье открытый расплод, где плодная матка. Сразу обрабатывают быстро акарицидом быстрого действия эту основную семью. Печатного нету, понятно. А мы в отводок отнесли весь печатный расплод и весь там клещ. Но там молодая матка пока гуляется, потом мы обработали и отводок. Все. Без изоляции. Не панацея, сразу говорю. Не думайте, что изолятор сейчас Малыхин будет вас агитировать и соблазнять. Все, безрасплодный период. Единственное, что вы знали.
Потому что на многих слово «изолятор» действует как страшнее, чем на быка красная тряпка. Слово без... Подтверждаю. Да, так и есть. Я последние годы мало изолировал, но много делал безрасплодного периода путем замены маток. Просто старую матку убираю, там или в отводок, или в пакет она ушла, и пока молодая у меня обгуливается, все получается, и клеща нет в этих семьях такого количества, как тех, которые... Ну, просто у меня, как правило, одна иошка, одна-две там иошки, и вот я же их не изолирую, они там продолжают работать чисто на яйцо, то есть семья такая, вот они показательные, потому что они не изолированные, они просто гибнут без подсиливания другими семьями, потому что у них высокая заклещенность. По эфирным маслам, кому там интересно, много работ, но все, что я слышал от специалистов и какие-то изучал вопросы, действует оно все, единственное, ну как настроение сбивает ему. Нет у него особой какой-то стимула, запах, теряет концентрацию и так далее. Но при большой заклещенности абсолютно неэффективно. І пошли вопросики. В кінці бджолярам заборонять використовувати хімію і хоч не хоч змусять застосовувати ізоляцію або щось інше. Что скажете, если в середине мая просто убрать матку и оставить их вот так, самим выводить новую? Ну, в принципе, об этом говорили, тут нечего комментировать. Мы об этом сейчас говорили. Слово... Да, пишет еще наш постоянный зритель, не задали мой вопрос, изолировать матку только на 10 дней перед акацией. Но, в принципе, об этом тоже говорили, что именно перед акацией изолируется матка, потом выпускается. То есть, ну, можно. Было, об этом можно, было. Конечно. Убрать открытый расплод. Да. И еще один вопрос у нас из севера, из Норвегии. Доброго дня. Вопрос по изоляции маток. Что думает Владимир Егорович об изоляции маток в северных регионах? Активный период и так короткий. Целесообразно ли это? Я пчеловод в Норвегии. Общество пчеловодов Норвегии начало рекомендовать в этом году изоляцию маток для создания безрасплодного периода летом с одновременной обработкой против воро. Ссылаются на разработки немецких ученых. Бюхлер в скобках ученый. Ваши рекомендации и советы по созданию безрасплодного периода изоляции маток в условиях северных стран Норвегии. Ну, смотрите, если вы не практикуете зимнюю изоляцию, там, я не знаю, как у вас, какой период зимовки, чтобы весной, хотя бы весной, вы встречали семьи в отсутствии печатного расплода. Если такая возможность есть, изолировать и весной одноразовую обработку сделать, если у вас активный сезон всего-навсего, я знаю, я за полярем работал, там лето, там июнь еще не лето, а август уже не лето. В июне позднеосенние заморозки, а в августе уже зимние начинаются. И тем не менее умудряются эти семьи 4 поколения вывести. У меня, кстати, матки тоже работают всего-навсего в сезоне нашем, средней полосы. 4 месяца, а 7-8 сидят в изоляторе. Вот представьте, за весь вот этот годовой цикл всего-навсего матки работают 4 месяца, точно так, как и в Заполярье. Поэтому там, ну, раз уж, ну, понятно, Германия авторитет. Раз уже разрабатывают, ну попробуйте, чисто практика у вас. Я не могу даже дать конкретного совета своему соседу, потому что у нас такие умники, ты стоишь над ним, рассказываешь вот так, отвернулся, поворачивайся, я же говорил вот так нужно делать, а я хотел как лучше. Ну и все, а потом ко мне претензии, вот как ты сказал, вот мы сделали по вашей рекомендации, а не получилось. Я никому ничего не рекомендую, я показываю, как я работаю. Принимайте как концепцию. Зашло логически вам то, что вы видели, пожалуйста, попробуйте применять. То же самое в Норвегии. Раз вы уже знаете о том, что нужно создать безрасплодный период,
для борьбы с клещом. Ну, попробуйте примениться к своему региону. Я говорю, тут у нас в своем регионе плюс-минус 100 километров, и тоже разница. Одного направления. У того медовое, у того пыльцовое, у того маточное молочко, тут пакеты делает, тут маток выводит, тому надо, чтобы было постоянно расплод. Какие тут могут быть рекомендации? Какая тут аналогия может быть такая, чтобы шаблон сделал и все? Только Ну, практика. значит, вывод один, значит, добрался клещ до Норвегии, раз они уже задумались об этом. Да, и он добрался, последний оплот, последний бастион рухнул, Австралия. Там тоже на Пимонте, я же выставил 2013 год, изолятор, книги у меня были, продаю. Подходит один там такой франт, хорошо на русском разговаривает. А что это у вас такое? Да, говорю, создать безрасплодный период с клещом. Да, это ваши проблемы. У нас такого добра, у нас такой проблемы нет. А потом как гахнул 3 года назад с Новой Зеландии до них. Они ставили кордонные семьи. Северная сторона Австралии ставили на кордоне санитарные семьи. И каждый раз, как клещеловителя, и каждый раз эти семьи уничтожали. Опять новые ставили, каждый сезон. Там такие драконовские законы по этим дезинфекции. Корабли стоят, говорят, за 200 километров. Такие обработки там проводят, прежде чем запускают в порта Австралии. И тем не менее, как бы они там не барахтались, как бы они там не грудь растопыривали, а все, клещ уже там. Появился ой-ай, они за 2 года 100 миллионов гахнули бабок, чтобы спалить сотни тысяч семей. И пришли к выводу, что победить его нереально. С ним нужно просто уметь бороться. Есть понятие «есть ворова», но нет воротоза. Есть возбудитель, но нет болезни. Вот до этого нужно доводить, до такого состояния семей по любой проблеме. Потому что присутствие любой болезни будет, возбудителя вернее. Но не давать возможности, не создавать условия, а это санитарные нормы, конечно, это сильная семья, я всегда говорю, сильная семья, натуральная корма, все остальное сделают пчелы. Это моя философия. Так что не гоняйтесь вы осенью, в ноябре месяце за последним клещом. Ну еще 2 контрольных выстрела, ну убили вы последнего клеща. А любой акарицид автоматически является инсектицидом. Все, что вредно для клеща, вредно однозначно и для пчелы. Вы одного клеща убили, а 15-20 тысяч пчел, которым надо перезимовать, а потом первое поколение за счет своих резервов выкормить. А вы его подорвали. Да. Владимир Егорович, еще такой вопрос попутный возникает. Как часто вы маток меняете? 4 месяца сеют, то есть, по сути, они у вас... Но каждый год меняете все равно. Смотрите, хороший вопрос. И по поводу вывода маток. Я маток вывожу на акацию, на липу и на подсолнух. Плюс еще и дублеров в конце августа за счет своих отцовских семей. Среди лета я делаю трутня половозрелого в отцовских семьях. И когда у меня, ну, кто знакомился с моей философией, темой, знает, что в конце применяю, вот у нас сейчас есть лунные облеты, есть и ангарные облеты, островные облетники, ну, варианты обула, ну, так маток, чтобы изолированы максимально. А у меня под эту стать матки-дублеры. То есть я использую биологическое состояние окружающих семей августа месяца, когда в природе во всех семьях трутня уже изгоняют. Роевая пара закончилась, и все. И его сгоняют на край, чтобы, ну, в общем, он прекращал питаться, не кормят его, он обессиливает и вытягивает его. То есть вот этот биологический фактор я использую для того, чтобы среди лета создать отцовские семьи из отводков на старых матках отцовских. И у меня на середину августа, на конец августа половозрелый трутень. Я маток убираю оттуда плодный, чтобы не выгнали тоже.
и у меня в конце августа, в начале сентября обгуливаются матки. И 30% из всего вот этого колхоза я выбраковываю. Поэтому то, что мы попадает май месяц, бывает, ну, мало того, что трутень был плохо выкормлен, а тут еще и по обгулу маток не получилось погоды. Очень такая уязвимая пора вот ранних маток. А за ранними матками тут все аж и не дай бог. Дайте раннюю матку, хоть умри, заменить, потому что ранняя матка плодная, понятно, это рабочее состояние семьи на все лето. Да, Поэтому роевых, поэтому... Вот смотрите, кстати, вот кто-то вопрос задал, если в начале мая убрать матку и вывести, чтобы семья вывелась вещевую. Раньше у нас дедушки, я все их думаю, ну, боже, каким бестолковым надо быть, чтобы маток весной подавили. И, ну, плодная матка, у нас же за плодную матку, и как это так, оно постоянно, чтобы сеяло силы. Они что делают? 2 поколения. Пчелы только посчитали, вот, на теплого Алексея обгулялись, ну, облетались в семьи, посчитали 1,5 месяца, 2 поколения. Маток подавили и все. Думаю, ну какие бестолковые. А потом проходит время, думаю, елки-палки, какой ты, Малыхин, сам дурак. Что они делают? Они в мае месяце подавили маток, вот как человек говорил, в рабочем состоянии. Они обгуляли молодых, не зароились, потому что семьи были в рабочем состоянии, еще до кульминации семья не дошла. И все, весь сезон взяли акацию, расплода нет, а матки только обгулялись. И весь сезон семья в рабочем состоянии. Вот вам, пожалуйста, чем не технология. Можно отводок сделать. У меня, я пошел дальше, ну просто усовершенствовал, сделал отводок на старых матках, потому что они у меня являются такими донорами. Даю расплод, когда молодые матки обгулялись в основных семьях, а старые уже месяц поработали. Тут есть молодая пчела, я отсюда беру печатный, даю молодым маткам, а от молодых маток открытый расплод даю старым на воспитание. То есть ротация, симбиоз содружества, я его так назвал. Там в книгах написано, помните. И вот, а потом объединяю на медовик и получаю, и молочко беру, и товарный мед еще умудряюсь взять. Так что так. Еще нескромный вопрос по поводу щавелевой кислоты. Как вы ее, ну, сколько сезонов подряд пользуетесь исключительно щавелькой? Где покупаете? Потому что, ну, много различных комментариев бывает, что некачественная или сомневаются в качестве, что, ну, вот не работает, не сыпется клещ и так далее. То есть расскажите вот еще по этому, пожалуйста, вопросу. Ну, смотрите, почему щавелевая кислота может быть не авторитетом для эффективности при обработке отваров? Потому что если у меня эффективность достигается за счет того, что я это делаю постоянно в безрасплодном периоде. Конечно, самый крутой амитраз, самый крутой акарицид – это амитраз. Я всегда, когда сомневаюсь в эффективности обработки уже в конце сезона, я беру амитраз, выборочно проверил, насколько, какая была осыпь. А практика у меня лет 30 щавелевой кислоты. Вот как только фактически у меня уже под 30 лет и практика изоляции. То есть максимально так, если можно сказать, экологический способ обработки, потому что щавелевая кислота, ну вы сами понимаете, это не химия, потому что химия вызывает мутацию, кстати, у любой болезни, и у клеща в том числе. А какое по качеству? Раньше Черниговская в Украине была, что даже Кашковский, помню, как-то интервью давал, спрашивает, какая по качеству щавелевая кислота. Ну, раньше при Союзе еще была Чернигов у нас в Украине. Где сейчас ее как брать, как, в пчеловодных магазинах доверяемся, на ярмарках, вот таким образом. Имеет ли она срок? Нет у вас какого-то определенного производителя, чтобы вы там показали это?
Не могу сказать, не могу сказать. Да, ну вот один человек написал комментарий, он как бы не вопрос, а подтверждает то, о чем мы уже говорили в начале. Видимо, он попозже зашел, говорит, есть матки, как работали, так и работают. Есть, пока матка не облетится, не начнет яйцекладку, сидят и ничего не делают. А я подумал о чем? Вы говорите, что кроме меда и пыльцы, и вопрос такой, получается же, есть те пчеловоды, которые в основном зарабатывают очень много на пыльце. Я знаю тех, которые вот здесь недалеко у меня в селах стоят, у них пыльца идет по 2 килограмма в день. Ну, я так образно, но реально там килограмм, полтора бывает в день с одной семьи идет. Пыльца просто ну мега. Он если ее не будет собирать, она просто забьет все, они забьют все пергой. И вот вопрос именно в том, если мы изоляцию в этот момент применяем, получается же, если нет расплода, то не так охотно они будут тянуть пыльцу, правильно? Конечно. Самый главный стимул для активности фуражиров, и особенно пыльценосов, это присутствие открытого расплода. И причем она идет совершенно по-другому, не так, как вот у меня была в Донецкой области. То есть сроки совершенно разные. Поэтому приходишь к выводу, что прежде чем нащупать правильную технологию, должно пройти хотя бы 2-3 сезона для того, чтобы увидеть эти закономерности какие-то и понять, в какой же момент действительно эффективнее всего изолировать, чтобы не потерять и в меде, и в пыльце, и в каких-то других моментах. Вот смотрите, это хорошая тема. Я постоянно где-то, когда начинаю общаться с коллективом, говорю, у меня нерабочих семей на пасеке не бывает. Если она нерабочая по меду, зароилась там или матку меняют, или в природе нет взятка, они у меня рабочие по маточному молочку, особенно роевые. Поэтому есть медосбор, пожалуйста, мед тоже. Для нас самое главное — рентабельность пасеки. Какая разница на молочке, на пыльце, на меде, на отводках, на пакетах или на матках. Есть понятие пасека. Все, нас всех объединяет членная семья. Но разнимся мы в направлении. Вывод маток, пакеты, пыльцой кто-то собирает, кто-то мед, кто-то молочко, кто-то пчелооживлением, по апитерапии работает. Вот и все. Вот поэтому тут я построил свою пасеку, свою технологичность таким образом. Нерабочих семей у меня на пасеке не бывает. Если она не рабочая по меду, она мне рабочая по маточному молочку. Все. Так что чисто только практика каждого. Никаких кумиров, авторитетов тут. Ну, в общем, я говорю, как концепцию приняли, увидели, попробовали чуть-чуть. А так, что как у нас, вот, сломя голову, увидел, все это мое, бах, всю пасеку. У нас еще кроме количественного синдрома, еще синдром реванша есть. Знаете, такой Да. после. Вот в прошлом году, как у нас не получилось, а тут какая-то семья или кто-то где-то авторитет на горизонте появился. Все, вот так. И всю пасеку. Но оно не твое. Оно не твое. Ты просто увидел в чужих руках, что оно работает. Но это... И вот сразу все. Да. Посмотрели несколько пчеловодов по сбору пыльцы, накупили пыльцесборников. В прошлом году зимой бум был, там все изготавливали пыльцесборники и все их покупали. А где вы ее будете собирать? Надо сначала посмотреть, чтобы пыльца была, а потом ее собирать. Понаделали пыльцесборников, а там стакан пыльцы максимум. Поэтому... Я всегда, когда меня спрашивают по болезням расплода, я почему от пыльцы ушел, еще не было медового маточного молочка в моей теме, я ушел от пыльцы именно по причине от ее дефицита. А у меня было 200 ульев, 200 пыльцеловителей сам сделал, это ужас. И вот когда меня спрашивают по болезням расплода, неважно, аскосфероз, американский, европейский, мешочатый расплод, я сразу задаю вопрос: ты пыльцу собираешь? Да. Я говорю, сразу прекрати. Или же есть щадящий режим, а есть беспощадный. Есть закрывать пыльцеловители круглые сутки. Я всегда собирал пыльцу до 12 часов. Потому что основная масса пыльников раскрывается именно в утренние часы. Массовый пронос пыльцы. Поэтому с 8 и до 12.
Я не грабил семью и брал основную массу пыльцы именно с вот таких вот утренних часов. Да, это мудро. Так, у кого еще какие вопросы есть, друзья? Какие вопросы не озвучены? Пишите. Да и будем, наверное, заканчивать, потому что очень много сегодня обсудили тем параллельно. Но и не сказали, тут вот писал кто-то про книги, напоминает. Я все в книге показывал, а был вопрос по поводу того, где купить эти книги Владимира Егоровича. Ну, я купил в интернет-магазине, в свободной продаже они были. Я думаю, они там есть. Просто заходите в интернет, пишите Малыхин Владимир Егорович, творческое пчеловодство, и там есть в продаже книги. Вы говорили, последняя у вас книга вышла по трехкратной изоляции маток, да? Но там она, изоляция маток в годовом цикле. Она у вас вот в руках. Вот она, да, есть. Вот там трехкратная изоляция, однократная, двух и трех. Там на все случаи жизни. То получается сколько всего книг? 6 книг. 6 книг. Вот. Так что можете искать в интернете. Смотрите, первые 4 у меня есть. Вот этих 2 последних, они попали под раздачу, грубо говоря, и они пропали мне. А первые 4 есть. Написал вот один пользователь, наш зритель, аскосфероз из-за щавельки не выскакивал. Я не стал задавать этот вопрос, потому что знаю на него ответ, но вот озвучиваю. Ну, есть, да, есть вот часто спекуляции, щавельку сюда прилепят на появление аскосфероза, еще там какую-то обработку чем-то. Аскосфероз, скажу сейчас словами нашего светила ветеринарного, аскосфероз – это не болезнь. Вы понимаете, какой парадокс? Потому что это ослабленная иммунная система пчелиной семьи как сверхорганизма. Аскосфера апис возбудителя пчелы приносят каждый божий день с пыльцой. Этот возбудитель, аскосфера апис, находится везде. Везде, на листьях, на траве, на коре деревьев, куда ни глянь, везде этот возбудитель. И на пыльце цветочной в том числе. Аскосфероз и аспергиллез, кстати, тоже там же. Если семья как сверхорганизм здорова по иммунной системе, они ее как конфетки, эту аскосферу едят. Но у нас же перед акацией, не дай бог, чтобы семья зароилась, Ваня, режь, чтобы роя не выпустили. И понеслась расплод. Расплод порезали сущую вощиной. Все, справились. Похолодало ночью, все. Сбились до клуба, на краях расплод открытый, и здрасте, приехали. И, кстати, болезни расплода, в основном, вот это основная причина. Наша никогда не сбоку поставьте. Расплод пускай стоит семья, расплодная часть, не трожьте ее. Если вы чувствуете, что семья требуется, ей нужен уже размах по расширению, ставьте сбоку. Нужно, она сама пойдет освоить. Нет, зайдет по холодам снова. Метод Блинова. Вспоминайте. 4 рамки и все. Вот такие 2 пятака после первого поколения смены. Вот таких вот, но 4 рамки дальше. А потом она ставит сколько влезет в этот улей. Никогда не расширяйте, не разрывайте гнезда. Никогда не разрывайте гнезда. Это основная причина всех болезней расплода фактически. Недокорм, недообогрев личинки. Поэтому валить сейчас грешит на щавель. Можно, конечно, выкупать так, и опять-таки при расширенном гнезде. А потом, конечно, кто крайний? Не пчеловод же по своей... Да. Особенно вот эти сейчас тенденции, когда начинают рассказывать по поводу разогнать семьи, активизировать там и так далее. И начинают их с марта кормить, думая, что мартовский расплод
нарастится, они ульи потом после морозов на абрикосу откроют, а пчелы уже с ведрами вылетают за нектаром. Я об этом рассказывал, но кто слушает, те молодцы, остальные продолжают стимулировать Вот похолодание. сейчас знаете, какая фраза? Вот погода, вот вы видите, какая погода? Пережили зиму, перезимуем и весну. Это 100%. У меня снег вот позавчера шел. Все, а вот с февраля уже стимулируют. А потом щавелевая кислота виновата. Так и есть, да. Кроме вопросов, Владимир Егорович, очень много комментариев, вы просто их не видите, в которых благодарят. Респект, Владимир Егорович Титан, привет из Грузии. Франция смотрит, поздравляют с наступающим праздником, благодарят. Есть те, кто первый раз зашел, говорят спасибо большое, очень интересно. И множество благодарностей за эфир, что еще раз подтверждает, что он не зря, это не просто эфир, для меня это такое обучение, когда можно реально поговорить с человеком, наставником, автором технологии. От меня вам огромное спасибо. Только позитивные эмоции, благодарность, спасибо большое. Спасибо за приглашение, спасибо на добром слове. Спасибо. Я думаю, что в любом случае аудитория, как и породы пчел, как и какое-то районирование, какая-то у меня есть аудитория. Кто-то вас не знал, кто-то не слышал об изоляции, кто-то только в прошлом году начал. Поэтому в любом случае такая пропаганда, в хорошем смысле этого слова, она принесет свои плоды. Спасибо вам огромное. Начало. Успехов во всем. Не бойтесь, что не получится. Бойтесь, что не попробует. Все. Железно. Да. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо за уделенное время. Всего доброго. До свидания всем. До свидания всем.